Всем привет, ребята, добро пожаловать в новый сюжет. В этом сюжете я расскажу, какую же я приобрел тачку для Amazon Flex для доставки и почему именно эту. Я также покажу, на какой площадке я ее покупал, за сколько я ее купил, за сколько времени я ее забрал. Все это будет в этом видео. Братанчик, Санечек и многие ребята, которые мне пишут в личку: Сань, снимай подлиннее видосы, видео очень интересные. Это видео будет длиннее, чем 15 минут, так что по всем вашим желаниям, пацаны, пробегаюсь, уже и простройку сделал. Все, ребята, усаживайтесь поудобнее, хватайте, кто там что любит, чай, кто семки, и погнали смотреть теперь автомобильные темки. Блин, это же похоже на мой сленг какой-то. Let's go в сюжет. Ну что ж, я думаю, начнем все по порядку, и для начала я сейчас вам покажу, какие автомобили я выбирал, почему я их выбирал, на что именно я смотрел. Начнем. Самое первое, это у нас расход топлива. С чего же я начинал? Hyundai Sonata 2015 год, гибрид. Средний расход 37 майлов на 1 галлон. Город 35 майлов и фривей 38. Вот я сейчас сразу же покажу, как она выглядит. Вот ее я рассматривал. Цена у нее для покупки buy now, то есть купить сейчас. Оно сейчас по-русски, сейчас я вам выберу по-английски, чтобы было понятно. Вот. Run and drive, то есть она ездит, вы можете послушать, как работает ее мотор, но не означает, что он хороший и не сломанный. Может такое, что стоит она Run and drive, но вы берете, а она сломана, то есть либо троит, либо еще что-то. Но это отдельное видео нужно снимать, и мне много раз уже пацаны просили, но извините, пока времени сейчас нету. У нее удар только сзади. Сейчас, секундочку, я вам покажу. Вот сзади у нее удар. В принципе, больших у нее косяков нету. Можно просто брать ее и ездить, никаких проблем бы с этим не было. Вот, первый автомобиль гибрид, который я рассматриваю. Цена у него 2400, расход у него 37 майлов на 1 галлон. Следующий автомобиль был, это который я рассматривал, это Toyota Camry 2007 года. У нее уже на 1 галлон вы можете проехать 34 мили. Но также вы смотрите, вот MPG 33 это City и 34 это Highway. Highway это по трассе, где вы едете. То есть вот сейчас мы ее посмотрим. Вот она, та самая, которую я рассматривал. 850 баксов прайс buy now, купить сейчас. Но также вы учитываете, что вот, например, если вы ее купите, это 3, это 2, это 1000. Мы, кстати, забегаем наперед. Даже если вот эту, вот, я вот эту больше всего рассматривал, сейчас объясню почему, хотя я ненавижу Ford, но вот 2475, но за ворота она мне выйдет, уже только выйдет за ворота около 3000. Так что вы тоже это учитывайте. Вот Toyota Camry, она clean title, вот видите, Montana. То есть машина не битая, тайтл у нее чистый, пробег у нее 254 майла. Подождите, уже почти 256. Да, вот 256 почти. Clean title, пробег есть, run and drive, она чистая, не битая считается, то есть она в больших ДТП не бывала. Но видите, бампер уже здесь заменен. Ну и в принципе больше нечего здесь смотреть. Обычно Toyota Camry. Следующая Toyota Camry, которую я рассматривал, это 2015 года. У нее уже расход City 40 и 37 Freeway. И вот она у нас. Вот свеженькая она 15 года. Удар у нее небольшой. Немного лопнул бампер и повыпадали там туманки, значок и решетка вроде бы. А, не, и значок, и защита. Вот так вот она выглядит внутри. Вот нету значка Toyota. Нету боковых ламп туманок. В принципе, все. Она тоже стоит run and drive, но уже bill of sale, то есть автомобиль уже с грязным тайтлом, он уже не чистый. Тяжелее такой автомобиль продавать на вторичном рынке, вам будет тяжелее продать его. Мотор здесь, вот это я щелкаю, мотор здесь 2,5 литра. Следующая у меня была Toyota Prius. Toyota Prius, вот 48 майлов он уже может проехать. И на самом деле изначально я начинал с Prius'ов, но просто мне не нравится очень, как они выглядят в салоне. Вот этот Prius я сейчас рассматриваю, 2014 года, 2200 он стоит. За ворота, понятно, он выйдет около 3 тоже, там 2800, 2700. Вот, вот так вот он выглядит, но мне не нравится. У него сзади одни колеса, спереди другие колеса. То есть колеса какие-то у него все 4 колеса почти разные. И мне не нравится, у Приуса приборная панель сбоку стоит. Но в принципе по качеству, по поломкам Prius будет самый-самый качественный.
Ну и переходим мы к Ford Fusion. Prius у нас брал 48, и прикиньте, Ford Fusion может брать 85. 85, а все потому, что он у нас с постоянной батареей. Вот, у него есть... Да, наверное, и в этого, и в того. Да, вот на фотографии видно, видите, возле колеса есть лючок. И вы здесь приехали, поставили на зарядку и можете ехать на зарядке, пока не села батарейка, потом переключаетесь уже на сам мотор. Я общался с человеком, когда приезжал электрик, он ездит на таком же Форде 16 года, только у него красным цветом. Он говорит, у меня расход средний показывает 101 майл на галлон. Но, говорит, я заряжаю дома автомобиль, приезжаю на работе, и на работе он у меня стоит на зарядке. И когда мне надо куда-то ехать, я поехал на нем, если далеко еду, чтобы у меня села батарея, переключился на мотор и поехал дальше. Вот такой у него расход. И поэтому я думаю, либо брать вот эту Toyotу, либо этот Ford брать, либо я буду брать вот этот Prius. Но так же самое у меня сейчас по финансам не очень хорошо, и может быть я возьму за 850 баксов Toyota Camry. Camry я не захотел брать, не знаю, почему-то мне кажется она уже очень сильно старая. Решил я эту малышку уже не тревожить. Пробег у нее 254 мили, цена buy now, то есть купить сейчас $850. Ну за ворота 1200-1300 может она выехала бы. Вот, ребята, остановился я на Ford Fusion 2016 года, потому что Prius 2014 он неплохой, но плохой. Почему? Потому что мне нужно автомобиль взять и быстренько его как-то поставить на учет и ездить. Да, мне надо будет его, может, подделать там немного, но этот придется много делать. Тут и подрамник может уйти, и непонятно, что с коробкой с этой стороны, вроде бы в Leaf стоит, ой, в Prius стоит коробка. Я переживаю, решил я отказаться от него, хотя на самом деле это очень хороший вариант. У нас пробег 107 тысяч миль. Это очень-очень дешево для этого автомобиля. Prius очень ценится в Америке и очень быстро продается, и в цене они очень долго стоят, не падают. И тут 2200 всего лишь за Prius 2014 года, 100 тысяч пробега. Это классный был бы вариант, но я решил его отсеять. Ford Fusion 2017 года, почему я его не взял? 3300. Потому что здесь SE написано, а у меня, если SE Luxury, то есть 16 год, который я рассматриваю, SE. Ну, я подумал, что да, 17 год, немного меньше пробега, но он дороже, намного дороже, и он SE. Я решил, что не буду его брать, хотя машинка абсолютно вроде бы такая же самая, но SE, то есть меньше комплектация, скорее всего, у нее. И вот у нее damage. Вот здесь повреждение. Вот сейчас я открою. Вот повреждения. В принципе, крыло вроде бы можно вытащить вмятины, вот эти все присосками, найти нормального мастера, и даже красить может не понадобиться. Но я почему-то решил ее отсеять. Дороговато. Я сейчас и так буду без денег, переживал и решил не трогать ее. Оставил ее в стороне и пошел дальше. Toyota Camry. Toyota Camry тоже самое дороговато. 3200, 3300. За ворота она выйдет у меня около 3700, 3500, где-то так. И я тоже решил, это дороговато, пока не буду брать, так как у меня автомобилей достаточно. И Toyota, ну не знаю, Camry хорошая машина, но все-таки она как консервная банка. Не хочу никого обидеть, я ездил на Camry, хорошая качественная тачка. Но она немного мне напоминает прям Geely SK 13 года, ну как китайская. На пластик скрипит, все у нее такая обделка очень... Ну я не то что деловой, просто вот реально как-то не захотел я. Живем-то один раз в жизни. Решила все-таки Fusion дальше искать. Вот 15 года Fusion, не знаю, почему я его оставил, еще не удалил, но 15 года, 14 года, ну хотя 15, смотря в каком полугодия он был сделан, но 14 года Fusion не берите, у них коробки могут быть плохие, вы можете встревать неплохо так на Fusion'ах. Fusion, в принципе, тоже SE, тоже Luxury, было бы круто. Leaf, Nissan, 12 год точно не берите, всегда надо рассматривать с 14 года и выше, батареи были уже немножко по-другому сделаны, хотя с 12 года деградация в батарее медленнее идет, чем с 14. С 14 года уже, если не ошибаюсь, пошли охлаждения. Он 1800 баксов всего лишь стоит, то есть можно ездить, но проблема у Leaf'а, кстати, пробег у него вообще, он практически автомобиль никуда не ездил. Вот, 34 мили, да, 34 мили. Ой, 34, что я ляпнул? 30 тысяч миль. Представляете? Всего лишь 30 тысяч миль. И уже вот такой ушатанный. Ну, короче говоря, Leaf не хочу, потому что батарея села. Ну и вы приехали, стоите там, курите бамбуки и ничего не можете сделать. Toyota Camry гибрид тоже отклонил ее, потому что на самом деле это классный вариант. Вот если вы только приехали, взять Camry гибрид, расход у нее около 40 где-то, я думаю, будет у вас на 1 милю.
ой, на 1 галлон 40 миль можете проехать, а по цене она, ну, 850 баксов, ребята, это очень дешево, купить за 800 баксов Toyota 2007 года Camry гибрид, круто. И пробег вот этот 254, сильно не смотрите, это Toyota, здесь другие масла, другое топливо, здесь техника ходит намного дольше. Но это уже все остальное мое, сохраненное, этого карапуза все никак не выставят на продажу, да, еще не назначили, просто мне интересно, понятно, ребят, я это не потяну. Я даже эту машину беру в долг. Я сегодня Гене слетал, взял двушку у него, потому что я сейчас без работы. Toyota Tundra делаю, уже 10 тысяч долларов Toyota Tundra вкинул и немножко по деньгам не рассчитал. Не ожидал, что так быстро мне Amazon ответит. Буду брать немножко в долг эту тачку. Все, ребят, я эту тачку взял, в принципе. Вот, видите, уже она продана. Эта тачка, уже на нее ценника нету. Мы ее забрали, стала она мне в 3064, да, 3064 бакса, плюс 40 баксов за то, что человек это все оплатил, чтобы я не ездил за мани-ордером. А второй человек уже, и еще плюс 30 баксов я уже купил номера временные, которые на бумажке клеются, и буду на ней сразу ездить. И пока я с вами сижу здесь разговариваю, человек уже поехал за машиной. Илюха, вы его, я думаю, знаете. Он приезжал на красном фордике, классном таком, забирал ягуарчик. Вот Илюха, и Тундру он мне, кстати, возил, но вы еще, наверное, про Тундру видео не видели. Илюха поехал уже тачку, сейчас мне привезет. И в 6 часов вечера, сейчас у меня 3 часа вечера, 3 часа, и в 6 часов я уже поеду, отдам денежки человеку. И в принципе все, я думаю, могу ездить уже на тачке на временных номерах, если она и ездит. Ты что, с ума сошел? То, что стоит здесь Run and Drive, то, что я включал здесь мотор классный, он хорошо работает, это не факт, что она поедет. Run and Drive, эта машина проехала вперед, проехала метр назад, все, и этого достаточно. Им они ставят Run and Drive. Не знаю, почему здесь долго очень грузится видео, но на самом деле я прогрузил видео, и мотор работал очень мягко, вроде бы как, и хорошо. Сейчас кое-что мне должен привезти. А вот он уже и звонит. Сейчас посмотрим, где-то он дорогу не смог найти. Let's go. Не проходит или что? Он мне там подарок привез. Испугался, думал, что там не проедет. Привет, дядя Уля. Дядя Илюша. Братан, ну туда вниз, возле тундрочки, там, наверное, и скинем ее. Если она ездит. А если нет, наверное, вот тут вставай, пока никого нету. Попробуем стянуть ее. То вдруг она не на ходу. Вот приехал карапуз. Сейчас посмотрим. Я и не видел, и на двери там вмятина, оказывается, есть. Сейчас узнаем, увидим. Что, ребята, Илюха уже ее снимает. Я вам позже подсниму. Вот этого я не увидел на фотографиях. Вот дверь тоже демиджованная. Ну а так, в принципе, ничего серьезного. Кроме того, что нету крыла, то, что капот весь ушатанный, и то, что бампер оторванный. И мне не нравится, что у меня нету парктроников. О, прикольно, здесь хоть какая-то виброшума есть. Накладка, что оно не будет так тарахтеть. Потому что бывает, некогда снимать, они сильно тарахтят. И вы не пугайтесь, это американцы, она может быть очень сильно грязная внутри. Ну да, там вон чипсов оставили похавать. Что это такое? Ой, ужас, надо тут убирать все. Перфорации сидений тоже нету. Ну ничего, посмотрим сейчас, вообще она ездит или нет. Ребят, первый старт, не знаю, как она стартует. Вроде бы вот старт что-то, вот вроде бы ключ висит. Сейчас пробуем. Ага, что-то засветилось, даже батарейка он показывает заряжена, только у меня открыты двери, окей. Опустим окошко. Память сидений даже есть. Ну это прикольно реально. То что я не знаю, она может на электро едет, понял? Хочешь, давай. На R, да. Ох, да, она на электричке. И запустилась. Ты шо? А когда на электро, она сама держала на тормозах, понял? Да. Ого, она резвая, блин. Да, она на ходу. Так, сейчас я круглик бахну, чтобы вам виднее было. Ой, камера даже тут есть. Прикольно. Надеюсь, тут есть подогрев сидений, есть. Круто, значит, может и подогрев руля есть. Блин. Хорошая машинка. Первое впечатление, блин, я ожидал хужего. Она прям вау. Я очень доволен. Может, по голосу не слышно, то что я очень сильно устал. Блин, ну для Амазона, для доставки машинка мне нравится. Ого, да иди ты ножницами. Сидеть. Ого. Специально. Heavy Duty. Рекламирую. Давай. Милуаки, братан.
Блин, круто. А что это такое? Старт? Рекомендую, точнее. Вот так. Да? Это старт? Да. Да? Два раза нажму, да, и все. Прикольно. То есть я могу зимой прогреть Зимой, ее. да, Капец, классно, они да. тяжелые. Ладно, все, попробуем. Ребятки, я уже накатался на ней. Мне очень понравились тормоза. Очень резвые. Просто ногу ложишь, педаль тормоза и просто сразу же останавливается. Очень резвые тормоза. Что я увидел? Сенсор, датчик света у меня, значит, есть на авто. А сенсор дождя я не вижу, наверное, его нет. Адаптация фары есть или нет, я также не знаю. Сейчас она не запущена. Нужно ее запускать. Ставите ногу на тормоз. Все, теперь она запущена. Пишет, что можете делать драйв и ехать. Вот она. Сейчас в электрорежиме. Это я выключил зажигание. Все, вот так вот. И она пишет за данный вроде бы путь, сколько чего я потратил. Вот так, сразу же расход вам. Что здесь? Здесь у нас электроручник. Здесь еще ничего не разбирался, но вижу, что есть память. Ой, не память, подогрев сидений. Есть диск. Также здесь я заходил, походу есть CarPlay, потому что телефон отображается, можно подключить. Понятно, что также вы можете разговаривать здесь. Здесь у нас, я вижу, вот да, флешка стоит и USB, значит CarPlay присутствует в автомобиле. Это очень классно, особенно когда ты в дороге, скучно. Это, я не знаю, наверное, переключаетесь между режимами, а вот это бензобак. Что сзади я еще увидел, мне понравилось. Не то, что мусор вот этот и чипсы лежать. Вот это сейчас надо все выбросить, чтобы мышки сюда не лезли. Это я вообще не знаю, что это. Салфетки, наверное. Здесь, видите, есть прикуриватель, а есть и розетка. Здесь розетка обыкновенная в 220. Вот. Вы можете вставлять. 220 есть у вас в автомобиле. Сзади вот такой вот свет мощный. Ну, прикольно по-своему. Люк я уже тоже открыл, все проверил, все работает. Авто работает на каждом окне. И стекла все авто. Это тоже круто. Не знаю, я очень сильно доволен автомобилем. Пока если у него еще такой расход 40 майлов, ой, да, на 1 галлон, это капец круто. Но не круто то, что, слышите, шипит. Вот саморезик у нас торчит. Немножко шипит. Колесо это спустится, а у меня нечем подкачать. А вот сама зарядка. Вот как-то так. Здесь так прикольно она открывается. Когда закрываете, то проворачивается. Короче говоря, можно увидеть, сколько здесь стерлось. И понятно, как долго ею пользовались. Вот так вот он выглядит. Эта мойка такая же, как и у меня. Омывайка есть. Я попробовал. Они, кстати, интересно вытирают в обе стороны. И вот этот, конечно, плохо я не заметил. Ну ладно, машина для работы пойдет, в принципе. Так больше нечего сказать. Есть камера, не знаю, где она установлена. Вот она. То она грязная, когда я назад сдавал. И сзади есть парктроники, вот они. Но спереди почему-то нету парктроников. Но у меня комплектация лухури. Все-таки дядя на лухури должен ездить. Я думаю, бампер стоит не оригинальный, но хотя бы есть туманки, потому что есть бампера даже без туманок. Все, буду разбираться с бампером. Бампер либо такой буду искать с парктрониками, посмотрю по разъему, там если достаточно этих проводков. Фару вот видно, как закрепили. Я еще даже капот ни разу не открывал. Вот такие первые впечатления о карапузе. Но я очень сильно доволен, и я не ожидал. Настолько он будет мягкий, удобный. Ну, 16-й год, как-никак, довольно-таки неплохая тачка. Все, я двигаю домой. Да, еще что я вам забыл рассказать. Вот здесь есть еще также открывать ворота. Можно прописать ключ, и можно будет открывать ворота. Все очень классно. Мне понравился Ford. Я уже, наверное, это 100 раз сказал, но я не ожидал просто, что мне так понравится этот Ford. Я ездил на других Фордах, на Серегином Форде. Серый, не обижайся, пожалуйста. Это просто такая консервная банка. Вы слышите каждый камушек. Просто жопа, а не машина. А этот прям как бизнес-класс. Очень тихо в нем, классно, комфортно. Рекомендую. Пока рекомендую. Тачка мне зашла. Если бы малыха моя приехала, я, наверное, ей бы такую и взял. Она классная тачка. Прикольная. Что ж, ребятки, я уже ухожу от тачки, но еще мне что понравилось, что бесключевой доступ. Это закрывать, вот здесь открывать. Вот, кстати, подсветочка загорается. Если знаете код, ключ, если забыли, просто ввели пароль, открыли и все, не вопрос. Подогрев стекол, подогрев пердаков, но сидений, подогрев руля, все это присутствует. И мне нравится, что здесь вы настроили зеркало, а у вас здесь это зеркало осталось для мертвых зон. Это очень удобно. Но также я не вижу мертвых зон. Может, тут это рядышком, черточка, есть мертвая зона, еще не проверял. Поездим, проверим. Пока я тачкой очень доволен. Тачку я сегодня нашел, сегодня купил по Buy Now, сегодня же мы ее оплатили, сегодня мне ее привезли. 3000
за ворота, 3060 с чем-то она выехала за ворота, плюс 200 дилеру я отдам за то, что он мне ее играл, когда документы придут, и плюс 100 Илюшки за то, что он ее сюда привез. Все, вот так вот. Сейчас я покажу общую стоимость, сколько она мне обошлась, и сегодня уже я могу поехать и забрать, мне временные номера сделали, похоже на вот эту вот наклейку, клеите номера от дилера и можете месяц ездить. У меня горит там, что давление плохое в шине, у меня колесо переднее спустило, не знаю. У меня из-за того, что батарея здесь, видите, большая батарея, и тут нету некуда запаску. А хотя не, подождите, что-то есть. Просто сюда, я думаю, некуда запаску ложить. Обалдеть, вот и компрессор. А я компрессор у Руслана брал. У меня есть компрессор. У меня есть, чтобы... это чинить шину, это такой бред, конечно. И есть, чтобы чинить шины. А я, чтобы вы понимали, сейчас хотел ехать и купить эту штуку, чтобы сделать там, где у меня дырка. Блин, я сейчас починю, мне никуда и ехать не надо. Обалдеть. Кстати, отличается, я уже узнал, что у меня не платинум, но у меня лухури. SE Lux называется тачка. И у меня, видите, вот здесь светится. А у некоторых, оказывается, машин просто S и SE. У них вот эта штука не светится. Она как бы есть фара, но она имитирует. И самой лампы нету. Блин, тачка достойная, мне понравилась, для работы точно подойдет. Еще, я не знаю, у меня, наверное, батарея либо не заряжена, видите, вот авто стоит, можно выбирать только ДВС, либо только электрическое, либо авто. Авто это гибрид. И, к сожалению, у меня там они серым светятся, то есть я выбрать не могу, я думаю, просто севшая батарея, ну, точнее, надеюсь на это, как-то вот так. Ну, а если я заряжусь и ничего не получится, значит, она была сломанная. Все, ребят, я сейчас покатаюсь еще немножко на ней. Надо ужасно, хочу уже помыть здесь все. Но пока времени нету. Сегодня 10 часов отпахал. Вот домой недавно добрался, 8 вечера. А я только дома. Как-то вот так. И живем. Не знаю, не представляю, почему меня iPhone так троллит. Если кто-то знает, маякните. Кстати, вот это тоже я обожаю. Подошел, дотронулся, у меня ключи лежат в кармане. И машина открылась. И вот и показывает мой, кстати, заряд. Не знаю, что меня iPhone троллит уже какой раз. Ребята, если кто знает, отмаячьте мне. Причина в том, что я вот так вот снимал, даже Руслану, помню, мы машину делали, я мотор снимал. Смотрю прямо так на видео, но оп, и выключилась. Я думал, памяти нету, захожу, памяти хватает, все нормально. Он меня протроллил, и я первый свой проезд не снял вам. А я монтировал видос, показывал, как она тихо едет и все остальное. И... я выключу даже, чтобы это не было слышно. Сейчас немножко, наверное, покажу вам. Просто, я не знаю. Тишина. Я после тундры пересел, опять чуть носом не клюнул. Тут такие тормоза жесткие. Только ногу ложите, она уже останавливается. Показывает, что проеду 27 миль, с чем это связано, не знаю. Иногда 19 показывает на полной зарядке. На улице вот так слышно мотор. Прикольный аппарат, я очень довольный им. Снял вам немного, как он работает, что тихо работает. Это прям кайфово. Я после этого задумался электричку себе взять. Еду, мне надо головку сдать. Потому что я брал такую головку и надо ее сдать. Это я на тундре делал ходовую. Что напишет? Я не пристегнулся. Все, пристегиваюсь и еду, не нарушаю. Что ж, ребятки, прилетела за бампером. За 100 баксов нашел бампер. Сейчас вроде бы вот в этом домике должен забрать бампер. Посмотрим. Пишет, что оригинальный бампер. Не оригинальный бампер, а новый бампер. Ничего с ним не делалось. Может, сразу и бампер поставлю другой. Вот, короче, мужик уже ушел. Он говорит, он дилер, короче. И мы посмотрели, вроде бы подходит. Но у меня нету парктроников, а вот здесь стоят парктроники. Я вот задумался, конечно, не погорячился ли я. Ну, одно. Или я добавлю парктроники, посмотрю по проводке. Может быть, можно будет подкинуть. Либо же я здесь отрежу вот так вот бампер. И вот здесь отрежу тоже бампер. И просто их состыкую. Вот этот кусочек я наращу. И все. Как-то так. И буду ездить с таким куском не в цвет пока. Ну, я думаю, может это будет по-варварски сделано. Сейчас буду пробовать грузить это дело в салон. Как бы не хотелось, но
На тундре я снял страховку, пришлось приехать на Фьюжене. Это самая экономная в мире заправка у меня была. 50 баксов даже не залезла. Кстати, да, ребятки, сейчас монтирую видос, и вы знаете, что я понял? Что я не успеваю потратить просто топливо. У меня четверть бака ушло, прошло уже 2 недели. На Ягуаре у меня уходило это за неделю. Даже не это. На Ягуаре я заправлялся на 100 баксов, и у меня уходило 100 баксов за неделю. Здесь за 2 недели у меня ушло четверть бака. И то, и они бы не так быстро ушли, потому что иногда я не заряжаюсь в школе, иногда я дома нахожусь, езжу куда-то. И получается, у меня зарядки дома нету, потому что я живу в отеле. И поэтому получается такой расход. Если бы я еще дома заряжался, это бы было бы, наверное, на месяц бак. Полный бак, 50 баксов, жесть какая-то. Ну ладно, это такая же самая у Сереги на фокусе. Приехал к братуную, а я что подъехал на электричке, меня и не слышно. Намывает там все. Машиной похвастаться мне хочет. Ну красавчик, красавчик. Короче, пока меня не было, этот карапуз уже успел схватить 2 аппарата. Привет, братан. Привет. Как ваши ничегошечки? О, временные номера тоже, да, стоят. Ага. Тоже 30 баксов? У дилера берешь? 40. 40, да? Угу. У меня самый выгодный дилер. Рекомендую. Меня уже видео, понял, снимал, и там уже 3 человека или 4 тоже мне написало. Да, с Айдаха тоже пацан. Не, Толик. А, Толя. Толя красава вообще, и дешево выигрывает тачки, и номера временно дешево. Ладно, ребят, сейчас братан похвастается, то что я тачки еще его не видел. И прикол в том, вот тот вот Фордик стоит, и Фордик еще один стоит. Красный то Яник, а вот это его, ну и Мерс Яника. Это потом посмотрим, я уже этот видел. Ты мне сначала свои покажи. А что это ты купил? Это типа не до Керхер, да? Прикольно, что. А то квадрик внутри стоит. А что это за квадрик внутри стоит? А, то Виталий что ты брал? Лысян и Виталий что брал? А, то Яника. Нифига себе у него квадрики. Ого. Нормальная техника у него, блин. Можно на таких гасать. 3 квадрика. Ничего себе, так вы теперь на вылазку почаще ездите. Это уже нормальные аппараты. Мощная. Ладно, давай, домывай, да покажем. Свой воткнул туда, этот еще не смотрели. Он выгнать решил со двора, чтобы чуть-чуть рассмотреть его аппарат. Сейчас посмотрим. Ты что, уже подсветку туда кинул? Короче, у него уже почти Мерседес тут. Прикольно. Нормальный аппарат. Ну, большой, да? Не смотрю, где ватерлиния. Вот это все уже где-то видел. Похоже, как все с того Форда, да, вот это или нет? А, это в Бьюика я это видел. Все, понял. Да, большое место там, смотрите, сколько. Вообще шикардос. Братан, ты уже многодетным хочешь стать? Такой сарай себе взял огромный. Ну, короче, сейчас Fusion еще посмотрим. Топаем мы к еще одному фордяке. Это Fusion, Ford Fusion. Так это как у меня, что ли? А, да, тоже гибрид. А, у него тоже SEL. Лухари у него. То есть у него должен быть чуть-чуть заряженный. Чуть-чуть. Ну, сиденья, короче, у него с подогревами, мягкие вообще. С такими изгибами, это вибрация, чтобы когда он тормозил, чтобы вы не съезжали. Вот тут прям держит. Вау, жесткие. Классные, классные, да. Мы от сиденья. А тут что? А, ты его раскурочил, короче, ничего я не смог снять, ребят, вам. Да. Ну, прикольно. Подушка безопасности мощная вообще. А за сколько ты его брал? 325. 320. Короче, за 320 баксов, 325 баксов он его купил, выехал за ворота, он около 320, это 600-700 где-то. А то на 25 долларов баксов дороже, на 25 баксов дороже. Ну, прикольно, что? Имейте в виду, можно купить вот такие тачки, за такие деньги. Ну да, в Америке где еще. Ладно. Что ж, ребятки, я выехал от братана, еду на своей недоэлектричке, недогибриде.
Очень доволен аппаратом. Если сказать вкратце в двух словах, то не ожидал от Форда такого комфорта. И я не ожидал, что за $3000 можно приобрести такой автомобиль. Вот поэтому и часто вы слышите в видосах, в этом видео, часто вы, наверное, слышите: класс, класс, мне нравится машина. Что про вот эту шкалу я могу вам рассказать. Видите, сейчас левая шкала вот здесь. Это получается у нас шкала, сейчас я дам газу, видите, внутри появилась шкала еще одна. То есть синяя — это зона шкалы нашего электромотора. Если мы выйдем сейчас из этой зоны, опа, и включился мотор. То есть в этой зоне мы можем ехать, держать педаль газа, и мотор внутреннего сгорания не будет включаться. Но если мы едем долго в этой зоне, то эта зона будет уменьшаться, потому что батарейка садится, и эта зона будет уменьшаться. Также вот эта рядом батарейка, которую вы видите, маленькая, то эта батарейка нам показывает примерно, насколько у нас батарейка самого гибрида заряжена. То есть если мы едем со спуска, и эта батарейка максимально много заряжена, у нас почти полная, то вот эта вот зона, в которой я сейчас пытаюсь ехать на электромоторе, она у нас будет увеличиваться. И когда я буду трогаться с места, либо кого-то обгонять, то может мотор не включиться внутреннего сгорания, потому что эта зона у нас будет большая. Но когда вы долго едете, там я пытался минимум уже на газ нажимать, эта зона все меньше становится, и тогда все равно ДВС включается и подзаряжает саму гибридную батарею. Вот как-то так. Это что по батарейке я хотел рассказать. Но в общем аппарат достойный, но, к сожалению, я не разобрался. Вот я зашел в настройки, выбрал подсветку в ног, включил ее, нажал, выбираю цвет, прикручиваю, добавляю, у меня ничего не работает, а там должна быть подсветка. Подсветка, наверное, в подстаканниках еще должна быть. Она выбираете цвет, меняете. К сожалению, она у меня почему-то не работает. Но это пустяки, я думаю, там предохранитель либо реле, разберемся. Но, блин, я доволен. Все, ребят, я не буду много раз это говорить, что я доволен, потому что начнете еще завидовать, поедете, купите этот Форд, а потом скажете: Сань, какое это дерьмо. Каждому свое, но за свои бабки это лучшее, что я, наверное, встречал. Ягуар и этот Форд. Ягуар я, конечно, очень сильно люблю. Все, ребят, ждем следующей серии. В следующей серии я уже поеду работать в Amazon, и мы увидим, возможно ли зарабатывать там или нет. Кто не видел про DoorDash, посмотрите видос про DoorDash, и я вам такой сразу инсайт сделаю. Невыгодно, не работайте в DoorDash доставке, потому что вы практически там ничего не заработаете. Это такое, как топ заработок можно, а вот Amazon Flex доставку можно делать как постоянка. То есть вы можете работать там как и утром, ну ночью, если вы работаете, и вечером работаете, то $200 в среднем, я думаю, можно будет зарабатывать. Но мы это попробуем, посмотрим в следующем видео и узнаем. Все, я уже подъезжаю, в принципе, домой к отелю. Посмотрим. Сейчас, кстати, я вам расскажу. Я, наверное, уже показывал вам перед этим, да. Я ездил, наверное, вкратце лучше расскажу, потому что видео и так затянулось. Я не буду все показывать, но я ездил на зарядку. Я брал с собой ноутбук, чтобы сзади заряжать. У меня есть там 220 розетка в машине. Я ставил ноутбук, подзаряжал и монтировал видос. Я нашел бесплатную зарядку. Я зарядился за 2 часа 25 минут, вроде бы так. Но может она раньше там немножко зарядилась. Я не увидел, она уже потухла, не заряжалась. Я сидел, ждал, потому что я думал, что 4 часа буду заряжаться. Она за 2 часа зарядилась, и я проехал 19,5 миль. То есть за 2 часа вы заряжаетесь, и вы в среднем можете проехать 20 миль. Вот как-то так. Батарея не сильно мощная, но она есть. И если вы там 20 миль приехали на работу, опять подзарядились и приехали домой, вы можете практически ездить на электричестве. Потому что этот электрик, с которым я общался, он к Руслану приезжал в трак, Бакстрак там смотрел, у него такой же именно плагин. Плагин — это гибрид, который может заряжаться еще дополнительно батареей. Вот у него такой же плагин, и у него пробег показывает 117 миль. Вот как-то так. Все, я прибыл домой, я натарахтелся. Ребят, всем огромное спасибо, кто досмотрел до конца. Всем спасибо за просмотр. Всем пока и удачки. Сашка спать. Какая она тихая. Это что за аппарат, а? Все, я в дома. Глушим автомобиль. Понял.